Сегодня мы отправляемся в Пуэрто-Мадрид, город на Атлантическом побережье Аргентины с прекрасной природой и уникальными местами для наблюдения за животными. Наша цель – увидеть как можно больше видов диких животных. В этом видео мы посмотрим на китов с берега и с лодки, проедем по острову Вальдес, встретим диких гуанако и попробуем найти с ними общий язык. Увидим большую колонию пингвинов, которые живут здесь в естественной среде. Пристегивайтесь, впереди насыщенная поездка, будет интересно. Утром в Буэнос-Айресе солнце, и мы отправляемся в аэропорт. Кстати, авиакомпания Flybondi за 2 недели до вылета поменяла нам аэропорт, поэтому сегодня едем дальше, чем планировали. У нас только рюкзаки, так что остается пройти контроль и ждать посадку. Впереди перелет и начало нашего путешествия. Билеты обошлись нам в $116 на человека. Это стандартная цена на перелет в Пуэрто-Мадрид в сезон. Из самолета открываются классные виды. Пожалуй, самое красивое место, к которому мы подлетали за последнее время. Мы берем такси и едем в центр. Так, ну что, друзья, мы в Пуэрто-Мадрине. Мы наконец-то добрались до города. Сегодня нам нужно забронировать Авистахи де Башенос, наблюдение за китами. Мы планируем это сделать через день. И сегодня наше первое путешествие. Трогательный момент, потому что наш канал растет, и мы тоже растем. И в этом путешествии мы забронируем 2 транспортных средства. Какие, вы узнаете позже. Будем держать небольшой секрет. А сегодня мы посмотрим сам город. Смотреть тут особо нечего, но набережная, широченная береговая линия. Из-за такого сухого, холодного, влажного воздуха здесь практически нет зелени, но это и красиво. Ты просто прилетел как будто в какую-то Мексику. Обещаем, что мы посмотрим китов, мы увидим пингвинов, я надеюсь, косаток, дельфинов. Извините, ребята, солнце очень светит, надену свои новые очки. Вот и все. Вот такой у нас будет классный отдых. Мне кажется, будет очень много эмоций. Очень много эмоций. Я так рада, так рада. Животные, боже, ждите меня. Я приду к вам смотреть на вас. Сейчас нам нужно купить билеты на лодку заранее. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Queremos mirar ballenas. Buen clima en sábado. Sí. ¿Podemos pagar en efectivo? 20, 13. La oficina en Puerto Pirámides, Wales, Argentina, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Так, друзья, ну что, мы пришли покушать. У нас до заселения осталось 30 минут. Нам нужно было где-то скоротать время, но, в принципе, мы уже голодные. Обедали мы очень рано сегодня. Надеемся, будет вкусно. Еда была домашняя и неплохая. Не скажу, что это было самое вкусное, что мы пробовали, но мы были голодные и особо не придирались. Покупаем лодку вместо квартиры. Там ведь живем и катаем людей, показываем им китов. Ребенка в школу, там школа на лодке. Бизнес-план. Так а что, в чем бизнес? Денег зарабатываем на бедных туристах, на богатых туристах. Ладно, 150 тысяч песо, 1,5 часа поплавать в море. Всем привет, вот мы заселились. Сейчас покажу вам наши апартаменты на это путешествие. Вот тут у нас зал такой шикарный. Очень чисто, мы ходим без обуви. Тут кухня, барная стойка. Там у нас балкон. Вон там вот видно океан. Удобство. И спальня. Такая чудесная спальня со шкафом-купе, окошком и вентилятором. Кстати, кондера, да, нет? Да, кстати, кондера нет. Ну, хорошо, что сейчас не лето.
Теперь план такой. Мы гуляем по городу, смотрим местные достопримечательности и, конечно же, океан. Блин, невероятно круто! Хоть и ветрено, не так холодно. На самом деле сейчас 17 градусов. Надеемся, что нам повезет, и мы увидим китов и пингвинов. Я буду много об этом говорить, потому что это именно та цель, с которой мы приехали. Скажите ваше мнение, какой месяц вы сюда ездили? Ездили ли вообще? И в какой месяц вы приезжали, чтобы посмотреть как можно больше китов с детенышами и пингвинов магеллановых, которые бегают в естественной среде, что очень круто. Это мы ценим, это мы уважаем, респектуем. Ребят, молодцы. Друзья, ну а вы поставьте лайк вот такому прекрасному виду. Ну, я имею в виду не мои волосы, вот эти вот, которые разлетаются во все стороны, а вот этому. Ну и с такими кадрами пару слов о городе. Пуэрто-Мадрин – третий по размеру город в провинции Чубут, с населением около 100 тысяч человек. Сюда круглый год приезжают туристы, чтобы насладиться местной флорой и фауной. Китов нет. В Пуэрто-Мадрине обычно сухо и солнечно, а сильный ветер – это норма из-за открытого океана и атлантических потоков. Хоть Мар-дель-Плата тоже находится на побережье, климат мягче, больше влажности и менее открытая береговая линия, поэтому ветер ощущается слабее. Тут будет закадровый голос и кадры памятника. Это памятник валлийским переселенцам, основавшим город в 1865 году. Скульптура напоминает о первых колонистах и их роли. К истории мы еще вернемся позже, так что не перематывайте. А сейчас мы идем на пирс, чтобы снять для вас самые красивые кадры города и моря. Кита нет. Давай, ты сможешь. Оп. Оп. Еще одна из достопримечательностей, к которой мы решили сходить, это мурал Диего Армандо Марадони. Почему он именно в Пуэрто-Мадрине, я не знаю. Но Марадона в целом национальный герой. Ребята, вопрос ниже пояса, конечно. И очень тяжелый, но напишите в комментарии, Марадона или Месси. Вечером мы нашли уютный мексиканский ресторан. Очень вкусно. Рекомендуем. Кстати, мы очень любим мексиканскую кухню. А вы? Друзья, всем доброе утро, а мы уже позавтракали. И вам кажется, что мы только проснулись, ничего еще не сделали, но мы уже ранним утром сходили и арендовали наше первое транспортное средство. Наконец-то настало время показать его вам. Вот он, железный конь. Расскажи о своих эмоциях. Я очень рад и доволен, что на мотоцикле будем ездить. Друзья, впереди 2 дня на мотоцикле с ветерком и потрясающими видами. Руки у меня замерзали, но я все равно снимала это для вас. Мы едем на пляж, который находится в 20 минутах от города. Нет, это не кит. Чего ты меня обманываешь? Где? Обалдеть! Обалдеть!
Боже, какой ты красивый. Носик, ты приблизил? Блин, хочу приблизить. Красавчик, ты посмотри. Так. Блин, их два. Вот они, киты, наконец-то. Огромный, двухметровый, хотел сказать. Сколько он, 11 метров, да, примерно? Но мы сейчас за ним туда, я думаю, можно будет вдоль пройтись. Вот такой пляжик. Идет дождь. Холодно, просто замерзли очень сильно. Самое время для мотоцикла, Да, арендовали мотоцикл. Ну, красота. Вот такой здесь пляж, Эль-Дорадиш называется. Действительно, как и говорили в гайдах, что здесь можно увидеть китов, которые подплывают очень близко к берегу. Убедились? Лайк ставим этому месту, естественно. Вот. Ну, прям подъехали вовремя. Действительно, утром они здесь обитают. Сейчас где-то 11 утра, да? Эмоции сложно передать, когда такой гигант появляется в нескольких метрах, и я не про Егора. Это поражает и вызывает легкий шок. Здесь живут южные правые киты. Огромные, спокойные и очень любопытные. Каждый год они приходят в эти воды, чтобы рожать детенышей и держаться ближе к берегу. Поэтому Пуэрто-Мадрен – одно из лучших мест в мире, где их можно увидеть так близко. А теперь давайте послушаем, какие звуки они издают. Может быть. О, привет, Машет. Да, это мама и детёныш. Маленький Тимолючка. Смотри, хомячок маленький. Он лег, видишь, Да, на на спину. спинку. Оп. Это малышек. Да, это понятно. Хороший. В общем, мы наблюдаем семейные развлечения. Здесь точно есть детеныш и мама, потому что детеныш прям очень маленький и такой игривый. О, фига, он шлепнул. Бум, бум такой, он такой игривый. И мама рядом плавает. Вот, видимо, недавно родился. Ну, красота. А там еще два. Да, видела. Я даже не успела снять шлем. Вот, сразу побежала на пляж, чтобы заснять этих китов, потому что их здесь очень много. А это значит, что завтра мы поедем смотреть китов на лодке, и их тоже будет очень много. И мы их увидим сверху. Не просто вот так сбоку, а сверху. Южные правые киты считаются очень социальными. Они спокойно подходят к лодкам и часто проявляют интерес к людям. У южных правых китов есть несколько отличительных черт. На голове заметные мозолистые бляшки, по которым их различают. У них нет спинного плавника, а струя воздуха поднимается двойной дугой. Детеныши обычно более игривые. Они хлопают по воде плавником и играют вокруг матери. Так, ну что, мы все замерзли. Егор очень сильно замерз. У него замерзли ноги. Невероятно ветрено. Не совсем погода для мотоцикла. Но у нас нет выбора. Ну да, конечно, вот этот пляж. Вот эти несколько пляжей, которые мы проехали и останавливались. По-моему, пушка. Столько китов. Невероятно много. Я думала, вообще никого не увидим. Но нам повезло. Я считаю, что вообще это сезон. Объявляю, что 26 сентября сезон китов. Дорога была непростая, потому что холодно, ехать. Не надел термобелье, надо надевать термобелье. Кстати, мы тут одни придурки на мотоцикле, надо сказать. Ну, что поделать. К сожалению, мы не смогли поменять свой план по транспорту, потому что нам завтра утром надо рано выезжать, а значит, нам надо было что-то арендовать сегодня. Мы невероятно сильно промокли, поэтому нам пришлось посидеть дома 2-3 часика, чтобы высохнуть и согреться.
А сейчас едем во второе место. Дождь уже кончился, погода стала лучше. Вроде и ветра нет, и дождя нет. У Егора, например, кроссовки мокрые. Сейчас он едет в мокрых кроссовках. У меня пакеты на ногах, потому что я запачкала все свои носки, кроссовки. Но, слава богу, не мокрые. Как будто грязные лучше, чем мокрые, да? Не так холодно. Ну, не подготовлены, да, не подготовлены мы к погоде и к мотоциклу, к поездке на мотоцикле в такую погоду, точнее. Вот так вот запихивается. Второй не сильно был, кстати, грязный. Нормально. Но все равно тоже, я думаю, от колеса, может быть, оно отлетало. Или отсюда, откуда-то. Поставьте лайк вот этому классному водителю. Крутой же парень, да? Скажите же. Лайк и комментарий. Как он круто вводит. Мы случайно не заметили направление движения. И полквадры проехали по улице в противоположном направлении, в общем, движения. Нам очень стыдно, нам посигналили, помахали добрые люди. И мы образумились, развернулись и поехали по правилам. Стоишь, смотришь, ты что, боишься? А где остальные? О! Она на меня накричала. Мы приехали в Пунта-Лома, охраняемый природный заповедник и первую официальную колонию морских львов в Аргентине. Здесь животных наблюдают только сверху, со смотровых точек, чтобы не беспокоить их. Заповедник создали для сохранения местной популяции, которая раньше была под угрозой из-за охоты. Вон есть и маленькие детеныши, видишь, что? Блин, да, точно. Пуэрто-Мадрен, это же детский садик для... Смотри, плывет. Детский садик для малышей. Сюда приезжают рожать. Слушайте, в Аргентину едут не только люди сюда рожать, но еще и животные. Прекрасная страна, хороший климат. Смотри, как он двигается, малютка. Смотри, пошел. Да, я вижу. Здесь посетители держатся на расстоянии, чтобы не тревожить животных. Кроме морских львов тут встречаются гуанако и патагонские лисицы. Ну, короче, ладно. Пингвинов тут нет. Ну и как бы жирно было бы слишком. Нет? С другой стороны, за что 10 тысяч? Не знаю, последний раз мы когда в национальный парк вот туда ездили, в Ланин, мы тоже что-то такое платили. Там, дороги что-то асфальтированные. Скажи спасибо, что не как на китов, 125 тысяч песо. Ну, в принципе, место очень красивое. То есть пляж довольно красивый, действительно. Почему бы не брать с него деньги? И заодно еще ухаживать за другими животными, которые здесь есть, но мы их не видели. Мы видели ламу, она бегает, что-то кричит на меня в дикой природе. Ну, не знаю, штук 10 было. Да, я видел там стадо. Там, может быть, был мужчина, мускулина, короче. Потому что там... Дай сюда, сейчас я расскажу, что к чему. Мы проходили плакат только что, там написано было, что ламы живут стадами. В стаде обычно одна мужская особь, остальные фемины. Вот. А, это ж про них было, что они яички отгрызают, да? Соперником. Это ж как раз про лам или гуанак. Ну, короче, мне кажется, это глава стада защищал их. Маскулина, так сказать. И нормально я держу микрофон. Если вам кажется, что это самые яркие моменты, впереди еще немало впечатлений. Завтра мы отправимся на остров Вальдес, где проведем весь день на природе, среди диких животных и, конечно, снова увидим китов уже с лодки.
Сегодня на ужин у нас была труча и белая рыба. Довольно вкусно, так что можем смело рекомендовать это место. Рано утром мы собрались и доехали до острова Вальдес. На 9 утра у нас запланировано наблюдение за китами с лодки. Мы немного волнуемся, все-таки это одно из главных впечатлений поездки. Через несколько минут будем уже в открытой воде рядом с китами. Самый большой страх – не увидеть ни одного кита. Такое здесь, кстати, случается. Оранжевый. Погода очень солнечная, из-за бликов китов может быть хуже видно. Мы взяли самый ранний выход в море и вообще, лучше наблюдать китов рано утром или в пасмурную погоду. Дождь не мешает, главное, чтобы солнце не давало сильных отражений на воде. Мы движемся дальше, по полуострову на мотоцикле. Впереди много остановок, встречи с животными и новых впечатлений. Очень хочется, чтобы вы пережили все это вместе с нами. Посмотри, какие. Вот так вот сюда. Уходим. И болит попа, я не знаю, кости, мышцы, ну, наверное, кости просто. В таком еще положении, знаешь, вот так вот. Мы еще половину не проехали того, что сегодня надо проехать. Перекус и двигаемся дальше. За мной приехали. Такси! Мама, ты что тут делаешь? Так, вот такая проблема тут у нас. Едешь? О! Что за водитель у меня? Так, ну что, друзья, мы доехали до первой точки, которая закрыта. И да, мы знали, что у нас закрыто, но мы хотели проехаться по дороге, где обитают ламы, и вот мы даже увидели страуса. В России ты всегда видишь высокую зеленую траву, леса, деревья, а здесь вообще у тебя такой панорамный вид, цвета светло-зеленый, желтый, там песчаный. И для нас, наверное, это очень необычно, потому что в России вот таких вот степей не часто встретишь. Там скорее леса и, как я уже сказала, высокая трава. Ну что, мы отправляемся дальше. Мы надеемся, что успеем до заката объехать весь остров, вернуться, заправиться и поехать обратно. Оставайтесь с нами. Ребята, не забудьте поставить лайк, написать комментарий какой-нибудь добрый, хороший, пожелать нам удачи, вообще порадоваться за нас, что мы практически посмотрели всех животных. У нас цель следующая — это пингвины. Мы надеемся, что до следующей точки мы доедем и там их увидим. Мы хотим показать вообще, что мы с собой взяли. В дорогу мы взяли с собой бутерброды. Мы уже съели 2 бутерброда после китов. У нас здесь помидорка, хлеб, вода, которая заканчивается, мы ее экономим. Сыр, да, вот такой ножик пластиковый, и колбаса. В общем, это наш перекус. У нас есть еще 2 батончика. Батончику плохо. Он тоже устал. Мы не пальцем деланные. Мы еще и подготовились. У нас есть распечатанная карта, где как раз-таки написано, что Пунта дель Гадо, она временно закрыта. Вот следующая точка — это Кантор. Пунта Кантор, да. Потом
Калета Вальдес. Вот это у нас Пунта Норте, где касатки должны обитать. И возвращаемся до Пуэрто Пирамидес. Да, Пуэрто Пирамидес. И вот так вот по дорожке едем обратно. Вот сюда. Это, кстати, мы все скачали на сайте Пенинсула Вальдес. Какая-то краткая информация о каждой точке. Здесь животные, которые здесь есть, обитают. На самом деле мы много кого уже видели. И вот сегодня мы увидели страуса, да, вот этого. Гуанако, да, их вообще было много. А тут даже барашков, да, нет тут этих вот. Интересно, они дикие или нет? Да, я думаю, полудомашний. Мы не заезжали в информационный центр, который нам советовали. Возможно, они бы нам дали какую-то информацию, как здесь себя вести с животными, но мы вроде их не пугаем. Да, мы очень громко подъезжаем к ним, что они все боятся нас и убегают. Поэтому очень сложно подснять их лица. И да, ребята, мы удивляемся каждому животному, потому что мы их ни разу не видели вживую. Поэтому для нас гуанако, лама, не знаю, в комментариях, наверное, будут писать, что это не лама, это гуанако. Для нас это что-то новенькое. Так же, как страус в дикой природе. Ну, киты, ладно, наверное, для всех это какое-то удивление, если никто не видел китов. Полуостров Вальдес – охраняемый заповедник ЮНЕСКО, где животные хозяева, а люди всего лишь гости. Территория огромная, и каждая зона здесь защищена. Одни для китов, другие для морских львов, пингвинов и редких птиц. Это одно из немногих мест, где дикая природа остается практически нетронутой. Мы доехали до точки, где обычно замечают касаток. Здесь открытый океан, и люди приезжают именно за шансом увидеть их у самого берега. Вон там просто невероятно красиво. Обратите внимание на цвета воды и береговой линии. Кажется, будто такие сочетания вообще не могут быть настоящими. Красота, от которой реально идут мурашки. В общем, мы находимся в уникальном месте. Во-первых, потрясающий вид, а во-вторых, здесь находятся морские котики. Во всем мире, в единственном месте, это здесь, на побережье острова Вальдес, касатка охотится на детенышей морских котиков, выбрасываясь на берег. Она выбрасывается и хватает их, представляете? То есть это можно увидеть ее прямо на суше. Очень жалко детенышей. Но они такие хорошие, это такие комочки. Вот и хочется прям вот, поднять. Вот знаешь, вот они лежат и хочется поднять, и они такие, они, знаешь, вот как расслабленные, как котики вот такие вот, типа. Они даже не напрягаются. Мне кажется, они больше типа как мопс или французский бульдог, знаешь, что ты его поднимешь. Ты же видел, как они себя ведут, по отношению к людям или просто по отношению к другим животным? Они то вот так вот на них бегут, вот так лапками машут. О, смотри, пошел. Смотри, эти бозочки, здесь вы хороший. Ух, вот тебе, пожалуйста. Ну, Вот. покакал. Ладно. Покакал? Да. Ребят, напишите в комментариях, какие пингвины набрасываются на людей. И почему они выглядят как ручные, что к ним близко человек подходит, а они такие, это что такие дикие животные? Но они всегда должны реагировать как-то вот как все остальные животные на нас реагировали. Вот примерно так же. Или убегали, или издавали какие-то звуки. Теперь перекусим и поедем обратно в город. К сожалению, некоторые смотровые точки были закрыты, но кажется, основные мы все-таки успели посмотреть. А вот ехать на мотоцикле больше 2 часов – удовольствие так себе. Но ради таких мест это точно стоит потерпеть.
Мы добрались до Пуэрто Пирамидеса. Пирамидеса, господи. Когда я научусь правильно произносить. Все один раз запомнила Пирамидес. Хочется сказать пирамиды. Сели попить кофе, перекусить. У меня такое состояние, что меня трясет, как будто мы едем по вот этой грунтовой дороге. Меня вот так вот потряхивает, и я еду, и мне нужно вот так за Егора еще держаться. Но, слава богу, нормально добрались до цивилизации, где появился интернет. И, да, асфальт. Егор вообще этому очень сильно рад. Наш день заканчивается, и мы уезжаем в закат. Но следующий день обещает быть не менее насыщенным. Ребята, доброе утро. Мы уже сдали мотоцикл, арендовали машину. Сейчас едем в Пунта-Томба, там, где обитает большая колония магеллановых пингвинов. Егор опять в качестве водителя сегодня, но уже машина. Ну а что сделать? Ну, он такой вот уникальный человек. Он все умеет водить. Ему что не дай, вот он совсем справится. Вот так, я так считаю. Очково немного поначалу, когда, сколько я, 2 года не водил машину. 1 раз заглох только. Не считается. Ну, конечно, нет. Это надо привыкнуть к аппарату сначала. Ну и к тому же я в последний раз ездил на дизельных машинах. Там она на сцеплении едет сама, а это заглохло. Как же все-таки хорошо на машине ехать. Боже. На мотоцикле сильнее ощущается скорость. Ну, потому что ты ее чувствуешь, весь ветер в тебя летящий. Понятное дело, какой контраст сейчас. Ты 2 дня катаешься на мотоцикле, ты уже привык, что на тебя дует, тебе надо держаться, ты не можешь держать камеру спокойно. Сейчас мы едем к самой большой колонии магеллановых пингвинов в Аргентине. Они приплывают сюда в конце сентября и остаются на несколько месяцев. Климат в этом месте им идеально подходит. Пунта-Томба – охраняемая природная зона. Два часа 45 минут дороги, и мы приехали в Пунта-Томба. Сегодня довольно ветрено, но погода хорошая, и мы не замерзли. В машине было комфортно. Здесь есть центр, который занимается наблюдением и защитой пингвинов. Контролируют условия, следят за гнездами и при необходимости помогают раненым или ослабленным птицам. Территория строго регулируется, чтобы люди не мешали колонии и не нарушали естественную среду. После музея мы спустились ближе к морю, туда, где начинается территория пингвинов. Деревянные дорожки проложены вдоль побережья. По ним можно спокойно пройти мимо гнезд и наблюдать пингвинов, не мешая им. Магеллановые пингвины очень семейные и равноправные. Они выбирают одного партнера и остаются с ним на всю жизнь. Гнездо строят вместе, роют нору в земле, потому что здесь почти нет тени, и такая нора защищает яйца от солнца, ветра и хищников. По очереди высиживают яйца и по очереди ходят к морю за едой. Они спокойно живут рядом с людьми, но свою территорию охраняют строго и могут шумно возмущаться, если кто-то подходит слишком близко. Виды здесь очень необычные. Открытый океан, длинная линия берега, низкая степная растительность и почти полное отсутствие деревьев. У каждого пингвина уникальный голос, и пары узнают друг друга именно по звуку. Давайте послушаем. В целом сегодня был тяжелый день. Проехали порядка 350 километров. Но на машине это было проще, чем на мотоцикле.
даже ехать по вот этой дороге. Я не помню, мы снимали или нет, но, короче, дорога была такая же, как мы ездили на мотоцикле. Гравий с глиной. Вот, на машине не страшно. Поэтому мы отлично справились, и теперь заслуженно сидим, пьем вино, проводим вечер и кайфуем. Вот такое вино мы взяли. Напишите, какое вино вы рекомендуете попробовать пить. Интересует приемлемое соотношение цены и качества. Вот, поэтому пишите в комментарии, какое вино ваше любимое, чтобы мы его тоже попробовали и наслаждались и пили. Пожалуйста, поделитесь. Мое блюдо было очень сладким. Мясо и картошка была карамелизирована настолько, что это прям вот было сладко-сладко. И мясо с сахаром, как будто я не очень ожидала, но, возможно, там это было написано, а я не поняла. У Егора блюдо фарш бараний в тесте и в каком-то соусе. Егору понравилось, мне нормально, но я осталась немного недовольна. Поэтому приходится пить вино и хотя бы наслаждаться им. Вот это я называю доброе утро. Наконец-то нет ветра, мы надеемся, что его и не будет, потому что сегодня мы гуляем пешком. Мы решили только один раз сходить на завтрак, вот, в последний день. Надеюсь, будет вкусно. Выбирала Алена. Ну а теперь вернемся к истории. Пуэрто-Мадрен основали валлийские переселенцы в 1865 году. Они приплыли сюда, чтобы сохранить свою культуру и язык. В Уэльсе тогда усиливалось влияние Англии, и валлийцы боялись потерять свою идентичность. Аргентина предложила им землю и возможность создать собственную общину. Поэтому они отправились на другой конец света. Первые валлийские переселенцы после высадки жили прямо в пещерах Пунта Куэвас, небольших углублениях в скалах у берега. У них не было ни готовых домов, ни укрытия от ветра, поэтому эти пещеры стали их временным жильем. Сейчас здесь небольшой исторический комплекс, и можно увидеть, где все начиналось. Так, друзья, ну что, подведем итоги нашего путешествия в Пуэрто-Мадрене. Было невероятно много эмоций. Мы увидели животных, которых никогда не видели в жизни. И это просто потрясающе. Киты, пингвины, гуанако, страус. Я не ждала, что столько животных мы посмотрим. Некоторые говорили, что не всегда можно их увидеть, даже в сезон, как повезет. Но нам, я считаю, что повезло. Особенно на берегу Плаша Эль-Дорадиша. Там было китов очень много. Наполненные эмоциями, наверное, мы собираемся и уезжаем из Пуэрто-Мадрена с хорошими впечатлениями. И обязательно сюда вернемся, чтобы посмотреть, как касатка охотится на морских котиков. Нам все-таки нужно поймать этот момент. Я считаю, что сейчас можно с уверенностью сказать, что путешествие удалось. Ну что, моя очередь делиться впечатлениями. Мне тоже очень понравились все животные, которых мы посмотрели. Мне понравился опыт вождения тут. Полубездорожье вот такое оно. Тут интересно все. Как будто участвуешь в ралли. Городок действительно прикольный. Если бы не ветрено, вообще бы сказка была. Кушали вкусно, животных смотрели интересно. Всем рекомендую. По деньгам не очень дорого, на удивление. Может, после Сан-Мартин-де-Лос-Андеса, где было прям сильно дороже, чем тут. Рекомендацион. Посещайте Пуэрто-Мадрен. Ну что, друзья, наша поездка в Пуэрто-Мадрен подходит к концу. За эти дни мы увидели китов, пингвинов, морских львов, гуанако, проехали полуостров, посетили заповедники и посмотрели места, где начиналась история города. Было много дорог, ветра, океана и невероятных видов. Все это сделало поездку по-настоящему насыщенной. Надеемся, что вы почувствовали атмосферу этого места вместе с нами и влюбились в него так же, как и мы. Дальше будет еще много путешествий, поэтому оставайтесь с нами.